Интересное сооружение, действительно очень сильно напоминает комплекс Ангкор-Ват. Построено все из больших блоков, ну и вот тут вот, где эрозия не сильно постаралась, мы видим, какие здесь нулевые стыки. Очень долговечный камень. Особенно если правильно подобрать месторождение, и вот древние строители как раз это умели делать. А потом сверху, видите, надстроили еще одну стену. Мы тут же нашли неведомые следы. Вот эти-то следы чем были оставлены. Начинается очень-очень остренько, а потом дальше идет расширение, а внутри поверхность невыносимо гладкая. Попали в какое-то пространство, где тоже сумасшедший блок наверху лежит. Объясняется это тем, что храм был посвящен Вишну. Вишну отвечает за западный сектор неба. И тоже неоднократно показывал я в своих видео вот эти вот внутренние замки. Да, то есть вот эта кладка стен, она очень хитрая. Издалека кажется маленькая башенка, подходишь, а она из таких гигантских блоков собрана. Вот я показываю блок какой большой. Вот он идет почти на всю стену. Да, здесь все состоит вот из таких вот больших блоков. Снова мы находимся в одном из древних храмов на территории Камбоджи. Ну, храмов или не храмов, да, это вопрос отдельный. У меня уже есть видео об этом храме, называется Ват Атвея. Атвея по-кхмерски это что-то типа дорога, путь, да, то есть придорожный храм, грубо говоря. Я сейчас нахожусь со стороны главного входа в этот храм. Ну, как я уже сказал, да, видео об этом храме уже есть на канале. Я приехал снять еще одно небольшое видео о некоторых интересных деталях этого храма. Смотрите, сколько там уток. Просто уточное царство какое-то. Вот я сейчас нахожусь, как я уже сказал, со стороны главного входа. Причем главный вход у нас здесь почему-то на западе, точно так же, как у Ангкор-Вата. Вообще этот храм считается... Нет, близнецом Ангкор-Вата назвать его нельзя, но архитектурный стиль очень и очень похож. Стиль башен, стиль изображения деват, но это совершенно недостроенная история. То есть это один из самых недостроенных храмов в Камбодже, всех, которые я видел. Вот тут вы видите, кстати, бетон. Это значит, что когда-то здесь французы проводили реставрацию. Восстановили вот эту вот крестообразную гапуру. Но французская реставрация, она безупречна, потому что они не использовали новые блоки, а только лишь заменяли недостающие блоки бетоном. Вот это интересно, что за металлические здесь у нас торчат скобы, залитые бетоном. Но бетоном заливали явно французы, да, то есть возможно, что французы эти скобы вставили. А у этого храма нет датировки как таковой, да. Давайте вот сейчас подойдем сразу, посмотрим, что написано здесь. Здесь написано поздний 12 век. Ну, понимаете, поздний 12 век, вообще-то, это уже время правления короля Джайавармана VII. А строительство этого храма приписывается Сурьяварману II, ну вот, который считается строителем Ангкор-Вата. Да, это я вам все излагаю, официальную историю. Вот, по поводу недоделок, они тут везде идут сплошняком. То есть тут далеко ходить не надо. Ну вот, например, вот эта поверхность, да, она явно должна была быть обработана, а мы видим здесь следы еще, судя по всему, из каменоломни или из какой-то грубой обработки, когда камню придавали определенную форму. Ну, в общем, барельефов явно не хватает. Все, кто знаком с кхмерской архитектурой, тот, конечно, это сразу видит и понимает. А в нижний ряд блоков там вообще ничего не обработано. Ну, посмотрите, как привезли, так и привезли. Вот они все идут. Нижний ряд блоков, вот они все вот такие. Вот, кстати, отверстия, как обычно у нас присутствуют везде, да, во всех этих каменных блоках. Блоки относительно небольшие, но я бы не сказал, что маленькие. Вот, например, вот этот угловой блок такого размера уже, скажем, в 13 веке, но если мы исходим из официальных датировок, уже не использовалось, да. То есть блоки были уже меньшего размера. Построен он очень аккуратно, надо сразу сказать, в отличие от храмов более поздних построек. Ну и вообще, храм ли это был, да, мы совершенно не знаем. Вот, давайте здесь тоже пройдем, посмотрим.
Вот внизу тоже, видите, явно отсутствие обработочки финальной. Везде, везде. В общем, ладно, пойдем дальше. Посмотрели мы на главный вход. Да, ориентация на запад. Ориентация на запад — это уже необычно. Да, у нас Ангкор-Ват ориентирован на запад. Еще несколько храмов ориентировано на запад. Но точного объяснения этому феномену нет. То есть, так, вот эту крестообразную террасу отделяет от входа примерно 100 метров, вернее, от самого храма. Поэтому я все-таки проеду это расстояние на мотобайке. Так будет несколько быстрее. Так, ну вот я и добрался до самой постройки. Конечно, не 100 метров, я немножко преувеличил, несколько десятков метров я проехал. Давайте сразу, не отходя от кассы, посмотрим, что за блоки лежат здесь справа. Так, ну это у нас блоки, составлявшие крышу какой-то постройки. Вот видите, такая черепичка, не маленькая. Вот такие вот огромные блоки у нас составляют крышу. Представляете себе? То есть их еще наверх надо загнать. Вот, кстати, видите, не балясина, а часть колонны. Как она изготовлена, сложно сказать, да, но вообще какие-то грани я вижу. Я вижу какие-то грани. Грани, причем их много. Вот грань, вот грань, вот грань, вот грань. То есть, может быть, визуально это не очень заметно, но когда проводишь пальцем, ты чувствуешь, что это все грани. А балясины, как мы знаем, все у нас идеально круглые. Но все равно интересно, как они это изготавливали, потому что тут понятна эрозия, и все это выглядит несколько безобразно. Понятно, что в только что изготовленном виде это все выглядело по-другому. Ну вот, давайте посмотрим у нас. Вот здесь, видите, такие прорези, оставленные непонятной какой-то пилой. Вот здесь вот у нас следы явно ударного какого-то инструмента, да, который, тем не менее, оставлял вот такие вот полосы. Но это, судя по всему, из карьера еще следы. Ну вот тоже посмотрите, как тут они отпилили. Вообще непонятно, да? Это какой-то недообработанный блок. И как это должно выглядеть, мы не понимаем. Но, судя по всему, здесь очень много лишнего, что не было снято. Вот они только начали, ну и разве это не машина делала? Опять же, не смотрите вот на вот эти все выщербины и так далее, да, тут почти 1000 лет, если следовать официальной хронологии, этим камням. Поэтому, конечно, эрозия, она не щадит ничего. Но разве не видно, что это делала какая-то машина? Вот сейчас мы подходим к Гапуре. Гапура — это входной павильон, построен из песчаника. Но опять мы видим латерит. Да, внутри, там везде мы видим латерит. То есть изначальная конструкция, она из латерита, а потом уже песчаник. Вот здесь тоже такой странный пропил, незавершенный. Видите, опять незавершенный пропил. Но я сказал, что этот комплекс очень сильно недостроен, поэтому тут недострой на каждом шагу. Смотрите, какие плиты составляли здесь пол. Может быть, по мнению реставраторов, но, скорее всего, наверное, так оно и было. Очень массивные, толстые блоки. И с них опять не снят верхний слой. Вот видите, вот этот верхний слой, он должен быть снят. Мы в Ангкор-Вате видим частично такие блоки, да, то есть рядом снятая поверхность, вот эта вот неровная. И вот такие вот блоки тоже присутствуют. Так, ну что ж, вон там, видите, торчит башня этого храма, действительно напоминающая Ангкор-Ват. Только что башни в Ангкор-Вате еще и украшены были разнообразными фигурами, а здесь у нас вообще голая конструкция. Ну, вот эта вот Гапура, она, конечно, очень интересна, потому что здесь мы видим
невероятное количество так называемых боссов или сосков. Вот они. Никто не знает, для чего они были нужны, какую функцию они несли, каким образом они появлялись. Но это мы видим на мегалитах во многих странах мира. Да? В Южной Америке мы видим везде. Мы видим вот такие вот боссы. Вот тут его кто-то уже срубил. Вот тут тоже кто-то срубил. Вон там, посмотрите, какой глиняный засып. Вот он идет, да. Тут у нас опять, если копаться, тут будет чистая глина. Ну, тоже уже тот, кто смотрит наш канал, тот привык это видеть. Ой, господи. Кажется, меня ужалила оса, может быть. В храмах часто заводятся осы. Вон там у них гнездо, а я приблизился к нему. Черт возьми. Ладно, это не страшно. Вон, посмотрите, какой огромный торчит. Вообще гигантский. Вот как? Зачем они образуются? При этом... Ах, как больно. Ну ладно. Ну вот так вот, да, по храмам шастать. Давайте посмотрим, как они все подогнаны. Посмотрите, какие тут замки хитрые. Вот, хитрые замки. Тут у нас совершенно непрямой угол, да, то есть это чистой воды полигональная кладка и больше ничего. А тут вообще какие-то гигантские блоки лежат. Вот. Опять эти боссы, да, просто какое-то сосочное безумие. Ну тут совершенно здание, видите, его только собрали. При этом внутренние поверхности, там где камни состыкованы друг с другом, они обработаны. Да, вот тут все у нас чистенько. А здесь камни тоже друг на дружке лежат ровненько, никаких вы там зазоров не найдете. Но вот, пожалуйста, оконный проем вообще никак не сделан. Да, вообще никак не сделан. Ну и, собственно, и все внутренние поверхности стен, они тоже не обработаны. Да, в тот угол больше лучше не ходить. Ну, тут посмотрим. Вот такие вот следы у нас идут из каменоломни. Видите, они здесь какие-то как зубилом, да, оставлены. Но в то же время это идет вот такая вот ровная линия. Ровная линия, и внутри еще какие-то следы от каких-то неведомых инструментов. Что ж, ну на полу опять, да, вот эти все необработанные блоки. Сейчас мы подходим к главному комплексу. Он окружен забором из латерита, довольно большим. Ну, я должен вам сказать, что мы ничего не знаем об основании этого храма. Мы знаем только, что он маркирует фактически южную границу города. А северную границу города маркировал у нас храм Энкасей. Это уже интереснейшее строение, которое редко посещается туристами, но которое находится, тем не менее, прямо в городе. Да, то есть, казалось бы, каждый мог бы его посетить, но таких людей, интересующихся древностью, очень мало. Поэтому посещается он, в общем, практически никогда. Ну что ж, давайте посмотрим на вот это интересное сооружение. Действительно, очень сильно напоминает комплекс Ангкор-Ват. И блоки, из которых этот храм состоит, они тоже впечатляют. Это прям уже чуть ли не масштабы Коке. А Коке, как мы знаем, славится, ну, это город X века, да, у меня о нем тоже много фильмов выложено. Коке у нас славится как раз большими блоками, большими колоннами. И в том числе и большими статуями. Статуи, правда, можно увидеть только лишь в музеях. Тут вот тоже всякий мегалитический хлам валяется. Так, вот посмотрите замки. Тоже неоднократно показывал я в своих видео вот эти вот внутренние замки. Да, то есть вот эта кладка стен, она очень хитрая. Очень хитрая. Мало того, что плоскости очень качественно обработаны, были, но тут уже, конечно, эрозия сильно поработала, так внутри еще и есть вот такие вот замки, самые-самые разные, самых разных размеров. Это еще довольно-таки приличный, довольно-таки большой, где-то полсантиметра у нас получается, да.
размер, но есть и значительно тоньше. А здесь, кстати, какой-то валяется разбитый постамент, который, наверное, выкопали откуда-то, я не знаю. Состояние у него, конечно, не ахти, но когда-то он был вырублен из одного куска песчаника. То есть это какой-то либо постамент, либо йони. Здесь по остаткам нам уже сложно понять. Вот зачем-то нужны были вот эти вот квадратики для крепления чего-то. Да, мы их видим повсеместно на этих постаментах. Давайте уже поднимемся. Вот основание стены. Посмотрите, какое мощное. Тоже необычно, кстати. То есть эту стену надстраивали. Вот эти блоки внизу, они явно более древние. Но вообще латерит в Камбодже использовался всегда. Всегда. Да, это такой вот камень уникальный, который добывается мягким. По ночам его добывают, потом на солнце он затвердевает, и очень долговечный камень. Особенно если правильно подобрать месторождение, и вот древние строители как раз это умели делать. А потом сверху, видите, надстроили еще одну стену. А в этом храме сохранились надписи. Ну, вы все уже знаете тоже, что история Камбоджи изучается исключительно по каменным надписям. Практически исключительно, да. Мало у нас других свидетельств. Так вот, надписи, которые были найдены в этом храме, датируются аж 17 веком. А само сооружение, как вы помните, датируется 12-м. Хотя, конечно, скорее всего, это более ранняя постройка. По всем признакам это более ранняя постройка. Ну, собственно, как и сам Ангкор-Ват, да, его датировка 12 веком, она тоже не выдерживает никакой критики. Смотрите, какие мощные мегалитища здесь лежат. Боженьки мои. Вот это да. У нас тут 220 сантиметров получается. 220 сантиметров в длину. Сломался у меня прибор измерительный. С трудом работает. И вансек, господа. Ну и тут примерно 130. 220 на 130, а в высоту он был 56. 220 на 130 на 56. Вот такой вот блок, один из. Ну, я говорю, мне вот это все на самом деле гораздо больше напоминает Коке, чем Ангкор-Ват. Но я почему-то нигде не встречал этой корреляции, да, почему-то никто этого не замечал. Ну, тут, в общем-то, все вот это здание. Это у нас опять же еще одна входная гапура. Вторая входная гапура, к которой примыкает стена, окружающая комплекс. Построено все из больших блоков. Ну и вот тут вот, где эрозия не сильно постаралась, мы видим, какие здесь нулевые стыки. Стыки нулевые. Ну и, в общем, весь храм вот так построен. Да, не обработана только внешняя поверхность. Вот здесь у нас уже все сделано корявенько. То есть вот, скорее всего, вот это как раз уже у нас работа там 17-16 века, когда люди пришли и начали приспосабливать эти здания под свои нужды. Тут у нас вот стена начинается. Начинается стена из латерита. Не факт, кстати, что она вообще тут была изначально. Далеко не факт. Тут вообще блок из песчаника каким-то хитрым образом попал в эту стену. Ну, то есть видны следы корявых переделок, корявых перестроек. Однозначно. Тут уже к гадалке нам ходить не надо. И вот, да, конечно, блоки очень массивные, из которых все это построено. Вот мы вышли к центральной башне. Вот она, давайте к ней подойдем. Везде кладка, конечно, идеальная. Если так посмотреть, да, вот с этой стороны тоже мы видим, насколько все четко подогнано. Ну вот тут разошлись, слава богу, блоки, и можно погладить вот эту вот шелковую поверхность
внутренних блоков. Да, вот такая вот полигоналка, искуснейшая полигоналка камбоджийская. Искуснейшие стыки, которые, ну, конечно, имеют себе равных в очень немногих постройках. Ну, тут уже мы видим работу реставраторов. Вот это тут многие плиты здесь явно новые. Хотя, может быть, это со старых просто сняли верхний слой. Сложно сказать. Вот эти вот реставрации, они чем им плохи? Тем, что они нам потом мешают воспринимать эти храмы так, как они есть. Потому что все эти блоки, которые реставраторы установили, ну это явно не реставраторы, кстати, нет. Ну просто сейчас, видите, везде в Анкоре проходят, да не только в Анкоре, по всей Камбодже, вот эти нелепые реставрации, когда реставраторы добавляют новые каменные блоки. И естественно, что вырезают они не с помощью каких-то ручных инструментов, как они нам рассказывают, как это делали древние, да, а нормальными такими мощными двухметровыми пилами. Я еще заметил боссы, посмотрите, здесь внизу тоже. Вот они. Видите? Везде. И вот сколько я не интересовался этими боссами, я так и не понял, что же это могло быть. Ни одна версия меня не удовлетворила. Вот отверстия эти тоже, да, они вездесущие. Вот тут вот мы видим вполне четко, как ребята начали работать, да не закончили. Вот видите? Вот они. Вот она поверхность, так как она, очевидно, пришла из каменоломни. Потом блок установили. И каким-то хитрым образом его выравнивали, но не довыровняли. Вот они дошли и дальше не пошли. Вот они дошли и дальше не пошли. Вот, собственно, следы того инструмента, которым они это делали, да, вполне себе зубильный, скажете вы. Может быть. Мы ж не знаем тоже, кто это выравнивал. Опять же, это могли быть не те древние строители, а какие-то другие поздние люди. По крайней мере, все надписи, которые здесь найдены, они относятся у нас к 17 веку. И есть еще пара надписей 19 века, но это уж совсем, конечно, неинтересно. Ну, вот это вот бетонные колонны, понятно, что это работа реставраторов французов. И слава богу, что они лепили бетон, а не песчаник. Честь им и хвала за это. Здесь мы также имеем еще 4 вот таких вот непонятных сооружения, которые называют библиотеками. Но здесь тоже конфигурация очень непонятна этих библиотек. Вот так вот, чтобы 4 было вокруг центральной башни, я что-то не припомню, если честно. Обычно их 2. Ну, в Ангкор-Вате их там не 2, их больше, да, на каждом уровне по 2. Но все равно по 2 они идут. О, господи, вот это моща, конечно. Вот это моща. Издалека кажется маленькая башенка, подходишь, а она из таких гигантских блоков собрана. Ну, вот блоки в основании лежат. Вот это прям действительно напоминает Ангкор-Ват или Коке. Масштабы, мощь. Ну и, конечно, тончайшая работа говорит нам о том, что это древний храм. Потому что в более поздних постройках они уже не могли добиться вот такого результата нулевого. Посмотрите, где-нибудь видели такое? Ну, попробуйте зубилом и молотком так выровнять поверхности, чтобы оно все легло так, чтобы туда не просунуть было не то, что лист бумаги, там ничего не просунуть, по сути. Ну вот это здание, кстати, вообще с большим трудом можно обозначить как библиотеку, потому что у него вход с западной стороны, центральной башни тоже с западной стороны, а библиотеки у нас, как правило, повернуты всегда в обратную сторону. То есть если башня ориентирована на запад, то библиотека на восток, ну и наоборот, собственно. А вот это другое здание. У него тоже вход на запад. То есть, если эти здания несут те же самые функции, что и несли так называемые библиотеки в других зданиях, то это опять ненормально, потому что вход у них развернут в другую сторону.
Так, ну что ж, я вниз-то пошел. Ой, господи. О, тут недоделки. Какие мощные блоки составляют дверную коробку, посмотрите. Вот он снизу идет, да? И вот это, конечно, проем для гигантов. Он уходит там наверху тоже. И вот на самом верху вот такой блочина. Всем блоком блок, причем заметьте, он наверху. Сейчас я отойду чуть-чуть. Не рухнуть, но главное нигде. Вот, на нем, судя по всему, подразумевался какой-то барельеф, но выполнен он не был. Да, судя по всему, не было там барельефа. Ладно. Попали в какое-то пространство, где тоже сумасшедший блок наверху лежит. Понятный. Ну и фальшивая дверь собрана тоже из больших блоков, а вот эти колонны, они планировались к обработке. Видите, им придана форма восьмиугольная, как положено. Да, смотрите фильмы. Вот кто новичок на канале, советую вам пересмотреть длинные видео. Их, конечно, много, но вы тогда больше будете понимать, что я имею в виду. Вот эта колонна должна была превратиться в очень красивую, изящную, покрытую барельефами. Ну и с этой стороны то же самое. Да, то есть тут недоделки, конечно, катастрофические, которые редко можно в каком храме увидеть. Ну вот в пирамиде Такео, например, схожие недоделки. То есть это кто-то когда-то все это забросил, а потом кто-то когда-то пришел и начал это все обустраивать. Так, здесь у нас опять фальшивая дверь. Ну, тут все схоже, да? Опять вот эти гигантские блоки, формирующие дверную коробку, или окно в данном случае, вот через которое я только что вышел. Давайте. Тут не легко забраться сейчас. Посмотрим. Там почему-то вход закрыли. Но мы еще в другую зайдем обязательно. Библиотеку. Ох ты, кто-то тоже надпись оставил. Видите, это уже не знаю даже когда. Вот основание. Здесь тоже можно потрогать. Очень-очень хорошо. Очень хорошо. Там у нас голуби какие-то гнездятся. Не будем тут долго находиться. Они обкакают нас еще. Тут то голуби, то летучие мыши. Так. Ну давайте как-то, я не знаю. Хожу все вокруг да около. Так, балясины, как обычно. К балясинам вопросов никаких нет, конечно. Но они изрядно пострадали. Сильно эродированы. Ну, тут совсем как криво, посмотрите. А, нет, ребят, это реставраторы. Это реставраторы, их вместе сложили два кусочка. Вот тут вообще я вижу вот бетон даже. Ага, ладно, все, не будем придираться. Когда это мы видели вообще плохие балясины? Так, там какие-то люди сидят молятся зачем-то. Нам мешают. Нам бы хотелось там поснимать. Так. Ну вот, давайте посмотрим обработку дверной коробки. Ну тут вроде бы как и хорошо обработано все. Качественно. Вот колонна. Вот такой должна была стать та колонна, которую вы видели. Вот. Таким вот макаром она должна выглядеть. Так, ну вот мы внутри башни. Все, конечно, очень темно. Там еще люди молятся. Давайте подсветим фонариком. Опа. Как мы вниз-то сойдем? Опа. Ой, ручку уронил. Так, и вот здесь мы видим вот такое вот грандиозное сооружение в виде какого-то постамента. Нет, это иония, видите, вот спуск воды. То есть тут подразумевался лингам. Вот в этом вот отверстии у нас подразумевался лингам.
А вот это вот прекрасно, просто идеально обработанная иония, она вся в какашках голубей и летучих мышей, поэтому трогать ее не очень хочется, но на самом деле видно, что обработана она просто прекрасно. Вот. Как и внизу тоже, видите, сейчас. Вот, и внизу тоже, видите, прекрасная обработка везде идет. Вот. Мощно, из одного куска камня это сделано. Да, и забраться сюда практически невозможно, ступенек нет. То есть опять как будто для гигантов. Но опять же, я уже часто упоминал в своих своих видео о том, что это все строили какие-то гиганты, по мнению самих кхмеров. Да? То есть сами вот кхмеры, они себе это не приписывают. Я показываю блок какой большой. Вот он идет почти на всю стену. Да, и здесь все состоит вот из таких вот больших блоков. И насколько же тонко они все подогнаны друг к другу, что мы стыков-то и не видим. Стыков-то и не видим. Вот он тут есть, но мы его как будто бы даже и не видим. То есть конструкция, конечно, собрана идеальнейшим образом. Идеальнейшим образом. Смотрите на эту стену. Она просто гладкая. Она просто гладкая. Так, ну ладно, я сейчас буду пытаться забраться наверх. С посторонней помощью сделать это сложно, но я попробую. Так, там еще колонны стоят. Ну, кстати, колонны с надписями того самого 17 века. Ну, они нам мало интересны, потому что у них, по сути, никакой особой информации нет. Там какие-то пожертвования, я не знаю, рисовых полей, освобождение работников, какие-то проклятия, какие-то молитвы. Ну, в общем, никакой информации ни о постройке, ни об использовании этого здания в XII веке у нас нет. Ну, ступеньки у нас тут тоже, конечно, не обработаны толком. Вот эти, кстати, ступеньки вполне себе человеческие, но вполне возможно, что изначально-то подразумевались вот здесь не две ступеньки, а одна, не знаю. Ну, сложно сказать, они все разные. То есть такое ощущение, что вот те люди, которые вот эти все мегалиты складывали, они оставили вот этот черновик, до конца не доделали, а люди, которые пришли потом, они уже пытались все это как-то обустроить под себя, но в силу отсутствия нужных технологий уже ничего делать не могли. Ну что, друзья, приезжайте в Камбоджу. Мы организуем сейчас туры на несколько дней по всем самым важным объектам Камбоджи. Ну, по всем, конечно, не получится, потому что их 1000, можно сказать, да. Но, по крайней мере, вы увидите те объекты, куда большинство туристов вовсе даже и не попадает. Ну, о некоторых объектах туристов не бывает и вовсе. Подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий, там будет тоже свежайшая информация о наших поездках, наших экспедициях, наших турах, в которых можно принять участие. Ну и как это сделать, да, тоже вся информация будет предоставлена. В том числе заходите в описании к этому видео, в описании канала, переходите по ссылкам. Так, давайте заглянем вот в эти вот домишки. Вот эти вот домишки, которые тоже в основании своем имеют мощные блоки в стиле коке. Я уж так напрямую буду говорить. Ну вот этот тоже, конечно, камушек, блин, лежит. Ну как мы заглянем, мы туда не попадем. Там все развалилось, все свалилось. И поэтому нам туда не войти. Пожалуй, только в следующую мы сможем попасть. Сейчас посмотрим, есть ли там какой проход.
Есть, конечно, вот прям четко выраженные ступеньки. Тут засып. Я в предыдущем фильме уже вам его показывал. Вот он, видите. Под самую крышу тут тоже вот установлен блок под барельеф, но он не выполнен. Этот барельеф, пещера, а вон там плохой блок, видите, по качеству. Вот песчаник, он самый разный. И не всегда древним строителям удавалось найти правильный песчаник. Вот этот, видите, как рассыпается. Ну, вот что-то не то с ним. Да, собственно, вот этот тоже очень сильно рассыпается. Вот посмотрим на соседние. У них все в порядке. Возможно. А вот тут вот тоже, видите. Вот в центральной башне мы таких блоков что-то не видели. Это из другой каменоломни. Это многие подмечают вот эту особенность древних строителей, что они умели подбирать нужный песчаник. Ну и латерит тоже. Латерит тоже бывает разного совершенно качества. Какая тут хорошая территория, приятная. И самое главное, сюда не приезжают туристы практически никогда, потому что... Ну, я не знаю почему. Потому что их гиды сюда не привозят. Ну, в общем, понятно, что это не библиотеки, конечно, а просто отдельные какие-то святилища. Ну и вот в это святилище нам не попасть. Да, собственно, там ничего особо интересного нам и не увидеть. Давайте сейчас выйдем со стороны восточного входа, то есть второстепенного входа. Ну, как вы видите, вот он, вход-то есть, да? А здесь вход-то нет, там фальшивая дверь. Да, то есть совершенно четко у нас вот этот вход был задний. Ну и здесь все так тоже не очень презентабельно выглядит. Такой маленький входик. Ну и тут мы попадаем на территорию, собственно, того, что называется Ват-Атвия. Ну, Ват — это вообще у нас тайское слово, которое означает храм. И этот вот храм называется не по-кхмерски Прасад Атвия, а Ват Атвия. Именно потому, что здесь, на этой территории, находится уже давным-давно вот этот вот храм. То есть он уже тут находится несколько столетий. Ну, какие-то вот артефакты найденные здесь, ну, ни о чем, скажем так. Ни о чем. Строят. Нет, реставрируют ступу. Я смотрю. Ну, это кладбище, да? Кладбище при монастыре. Так, ну, мы не будем, конечно, заходить в эти современные здания. Вот опять уже с другой стороны посмотрим на стену и увидим, что она строилась в 2 этапа. И возможно, что вот эта вот стена, которая нижняя, она уходит еще глубоко под землю, потому что, ну, явно видно даже, что она не докопана. А засыпы-то тут конкретные, да, тут, ну, 4 метра это нормально. Когда вот люди копают на 4 метра и что-то там находят, это вообще нормально. Так, вот тут у нас большая свалка. Опять мегалитов. Давайте посмотрим, нет ли тут чего интересненького. Ух ты! Конечно, есть. Смотрите, не надо далеко ходить. Мы тут же нашли неведомые следы. Вот эти-то следы чем были оставлены. Давайте-ка мы расчистим вот эту историю. Сейчас, я даже знаю как. Оторвем вот этой вот акации гроздья душистые. Сделаем метелочку и попробуем все это расчистить. Ну вот посмотрите, что это за странные удивительные следы. Вот тут у нас, видите, начинается очень-очень остренько, а потом дальше идет расширение, а внутри поверхность невыносимо гладкая. То есть если мы на каких-то других там полосочках таких видим даже следы как будто бы ударного инструмента, то здесь это все идеально гладко. Вот каким инструментом оставили вот эти следы, а еще и вот эти вот отверстия, они тоже идеально круглые.
Они просто идеально круглые. И их тоже чем-то высверливали, что ли. Вот это, конечно, вообще удивительно. Да? Смотрите. Смотрите. Смотрите, что я нашел. Боже мой. Вот это да. Вот это да. Может, тут еще что-нибудь подобное есть? Фух. Фух, аж лоб вспотел. А вот какой замочек я вам покажу. Посмотрите, это даже, он даже с трудом распознается на поверхности. То есть тут буквально миллиметр подъем. Но это замок, да, на противоположной стороне, на другом мегалите был точно такой же замок, только нейтральный. Ну тут вот замок больше. Ну, тут уже прям такой большой замок. То есть все блоки разные, все блоки нестандартные, все замки разные. Вот тут опять у нас, пожалуйста, пытались выравнивать. И вот дошли до этого места и остановились. Всё. Так, ну больше я тут таких следов не вижу. Ну, впрочем, это неудивительно. Их вообще не часто можно увидеть. Может, там тренировались, инструмент калибровали, да? Кто же знает, чем они там занимались. Да, ребята, это, конечно, все очень интересно. Собственно, вот это вот я вам и хотел показать. Давайте еще раз посмотрим. Вот оно, да. Вот оно. Давайте с этой стороны подснимем вот так вот. Вот эти странные отверстия. Непонятно, ребят, непонятно. Столько в этой Камбодже загадок, что нам их, конечно, никогда не разгадать. Может быть, когда-нибудь мы продвинемся хоть немного в разгадке этих тайн. Но для этого я боюсь, что придется нам выбросить на свалку всю официальную историю Камбоджи, которая на самом деле только-только начала писаться, но уже она не годится для дальнейших исследований. Так, что у нас тут еще? Ну вот тут, пожалуйста, древняя система водослива, да, дренаж, все. Тут уже, естественно, современные люди постарались, все сделали, да. Ну вот он древний дренаж, который, очевидно, до сих пор работает, иначе зачем бы они стали делать вот эту вот историю. Так, ну тут у нас все еще ритуалы проводятся самые разные. На самом деле в этом храме, этот храм славен тем, что в нем до сих пор проводятся древние ритуалы еще до анкорского времени. Правда, не совсем понимаю, как они это все установили, да, то есть тут, опять же, как правило, узнаешь какую-нибудь такую шокирующую информацию, начинаешь потом копаться, а оказывается, что все совсем не так. Ну, в общем, приезжайте в Камбоджу, смотрите на все это своими глазами. Ну, а пока всем пока.